Орех рассказал про масштабные изменения танков Classic, введение премиум подписки прямо сейчас на тестовом сервере, фикс огромного количества багов, в том числе исправление создания битв. Теперь все настройки будут корректно нажиматься, ползунки званий корректно протягиваться и правильно создаваться. Также в этом видео будет затронута проблема маленького онлайна, которую прокомментировал Орех. Ну, естественно, разработчики рассказали, что они планируют сделать, чтобы этот онлайн поднять. Обо всем этом расскажу вам в этом ролике. Попрошу вас, друзья, сразу поставить лайк на это видео, потому что информация прям такая вот серьезная, масштабная. Ну, на канал подпишитесь, не подписаны. Ну, а мы переходим к самому ролику. И, кстати, первое обнуление гаража тоже будет уже очень скоро. Я напоминаю, друзья, что у меня проходит розыгрыш на 15 тысяч рублей, в котором будет 3 победителя. Условия участия максимально просты. Поставить тег ник 10 настройка вашего аккаунта, оформить подписку на канал и сбросить скриншот установленного тега. Ссылка на этот розыгрыш как раз указана в описании. Всем желаю удачи, итоги близко. Ну и теперь, друзья, переходим к самому интересному. Орех дал свой комментарий по будущему игры на форуме Танков онлайн, который сейчас мы подробно рассмотрим. Ну, давайте по порядку. Каждый абзац будем рассматривать и комментировать, потому что информации тут очень много интересной. Началось все с того, что он ответил на сообщение на форуме: будешь ли ты приплачивать рубинами за участие в тестировании? Нет. Орех тут шутит, что он будет брать деньги за дополнительный доступ. Шутки шутками, но пока предварительные оценки подтверждаются. Конечно, сейчас только платный альфа-тест с планами на вайп аккаунтов. Огромное спасибо всем, кто вообще решил участвовать в процессе. Тем не менее, сейчас наглядный пример того, что будет в случае низкого онлайна в игре. И это важно запомнить и понять. Игру совершенно точно надо адаптировать под реалии, где все звания должны иметь возможность играть со всеми остальными званиями. Небольшое ядро будет существовать постоянно, но ядро будет маленьким, и играть против ядра тем, кто не успел под начало работы сервера, это будет совершенно бессмысленное занятие. Мысли, что ранг-лимиты на что-то повлияют в плане баланса, это путь в никуда. Решение усиливать ранг-лимиты будет фундаментальной ошибкой, которая в будущем сломает игру. Я не вижу смысла объяснять в очередной раз, что надеяться на каких-то волшебных новичков для классики бесполезно. Отмечу только, что продолжаю видеть, как игроки предлагают решения, которые видят классику именно через эту линзу. Не будет новых игроков в классике, забудьте и поймите это. Так, давайте прокомментируем вот эти все вышесказанные тезисы Ореха. Затрагивает проблему, что маленький онлайн, ну вообще он, да, всех поблагодарил за участие, кто участвует в процессе, в тестировании. Вот, и что касается маленького онлайна, он тут уже пару раз сказал, что не стоит надеяться на волшебных каких-то новичков, которые будут поднимать этот онлайн. Но никто, в принципе-то, и не рассчитывал, да, на каких-то волшебных новичков. Я не знаю, кто-то разве рассчитывал, что будет куча народу из новой аудитории играть в танки классику. Все, я думаю, и так понимали, что это будут олды игроки, которые когда-то играли в танки онлайн. То есть абсолютно новых игроков тут и никто и не ждет. Но опять же, даже частично все равно, ну какой-то процент будет приходить. Но просто дело в том, что никто и не рассчитывал-то на приток новых игроков в эту игру. А по поводу того, что он пишет, что ранг-лимиты вряд ли повлияют в плане баланса, это путь в никуда. Вот тут я вот не совсем согласен. Ну тут дальше Орех будет про это еще говорить. Я думаю, мы сейчас еще это прокомментируем. Я наоборот поднимал проблему, что ранг-лимиты нужно починить, чтобы новички не играли с высокими званиями и могли прокачаться вместе со своими маленькими званками. Потом уже играть со всеми остальными. А то так получается, что М0 против М3 играют, и это максимальные страдания для тех, кто играет на маленьких званиях с М0 модификациями. Ну ладно, дальше этот момент Орех еще затронет. Так, давайте дальше идем. Есть несколько вариантов, как поступить с расширением ранг-лимитов. Самое простое, что уже сделано на тесте, это компрессия разницы в силе между М0 и М3. Доводить ее до полного отсутствия разницы в уроне пушек и защите корпусов между модификацией очень не хочется. Но сжимать до тех пор, пока новичкам не будет норм играться при максимальных ранг-лимитах против существующих игроков, считаю важным продолжать. Как-то сложно Орех тут все это описал. Если я правильно понял, он предложил решение вот этой вот проблемы, да, с разбросом игроков. Это уравнять урон у пушек М0 и М3, то есть чтобы просто одна модификация была, чтобы не было разделения на М0, М1, М2, М3. Ну тоже такое, да, согласен. Но одновременно с этим он не против, то есть сжать ранг-лимиты, чтобы новички играли сами собой, а высокие звания играли сами собой. Ну так я понимаю, что он предлагает. Но в принципе этого и ждут игроки, если он про это имеет в виду. Так, ладно, давайте дальше. Конечно же, нужен вайп, чтобы эффект от этих изменений смогли на себе прочувствовать все. Мы готовим первый вайп уже скоро. Уже скоро разработчики готовят первый вайп. Я даже где-то то ли на форуме я полистал, увидел, что первый вайп будет на этих выходных. Поэтому следим за ситуацией. Вместе с первым вайпом мы решили взять вперед работу над премиум аккаунтом. А вот как раз про премиум аккаунт, друзья. Вот одна из интересных фишек, которая будет после вайпа внесена в игру. Покупать его через подписку, разумеется, все еще будет невозможно, раз в планах будущие вайпы. Но эффекты от присутствия премиум подписки уже будут активны.
активированы. Ну, то есть премиум уже будет на тесте. Из того, что важно сейчас знать про премиум. Первое. Бонус опыт. Бонус будет значительно ниже, всего плюс 25%. Кстати, вот этот пункт очень интересный, потому что изначально не планировалось, насколько я помню, вот судя по интервью даже, да, добавлять бонусную систему вообще в премиум аккаунт. Ну, как видите, разработчики этот момент пересмотрели, бонус опыт теперь будет. Причем непонятно, бонус опыт это вместе с бонусом кристаллом или только опыт. Ну, получается, что пока что только опыт, без бонусов кристаллом. Так, второе. Возможность создавать бои. Ну, это мы уже знаем, да, но давайте еще раз освежим память. Игрок без премиума не сможет воспользоваться кнопкой создать бой. Но можно будет играть в любой существующий бой в списке битв и создавать стандартный бой по кнопке в бой. И третье, возможность писать в чате. Уже сейчас мы сделали выводы, что платный чат это хорошая защита от большого числа проблем. Да, вот здесь тоже по своим наблюдениям и согласен, потому что в чате иногда такая дичь творится, что лучше защититься от платностью чата, чтобы снизить процент неадекватов, которые нарушают правила чата. Теперь вопрос, как можно получить премиум. На время теста премиум останется доступен за кристаллы. Цена будет существенно снижена, разумеется. То есть он будет продаваться за кристаллы не за реальные деньги. После вайпа мы планируем добавить автоматическое начисление бонусов, закупленные специально предложения раннего доступа. То есть можно будет получать контейнеры и открывать их заново с каждым вайпом. Да. Вместе с этими бонусами владельцы серебряного и золотого пропусков будут получать премиум аккаунт. То есть, друзья, все, кто купили предложение Ностальгия или Ранняя школа, у вас автоматически будет начисляться премиум аккаунт, и помимо этого все призы там бонусные, которые предусмотрены, краска ветеран, контейнеры, по идее, будут в игре. Ну, про контейнеры точно, тут сама Рек написал, краска ветеран тоже. Но по идее должно быть начислено все. И это очень интересно. С каждым вайпом по 200 контов открывать, смотреть, тестировать, как они работают. И вот, друзья, переходим к еще одному, самому, наверное, интересному моменту, особенно для тех, кто еще не купил специальные предложения, кто еще не поучаствовал в раннем доступе, но очень хочет поучаствовать. Дополнительный доступ мы обсуждаем сделать для покупателей нового отдельного специального предложения или покупателей бронзового пропуска, но без доступа к премиум аккаунту. То есть вот те, кто купили случайно, вот многие писали, да, предложение вот это самое дешевое с ранним доступом в классику, вот бронзовое предложение, оно не давало права просто участвовать, оно только давало возможность зарезервировать свой никнейм. Теперь вы пройдете. Все, кто купили, ну или все, кто не купили, а планируют купить, тоже вы будете иметь доступ к классике. Но вопрос только теперь, как это будет выглядеть, да, это будет новое отдельное специальное предложение или все будет в нынешнем бронзовом. В общем, нужно подождать, что решат разработчики. Но уже хорошие новости для игроков, которые хотят поучаствовать. Таким образом, мы сможем расширить число участников, вопрос, который волнует многих участников теста сейчас, но сохранить заслуженные привилегии. То есть, и да, таким образом разработчики планируют повысить онлайн, потому что Орех даже здесь затронул вот эту вот проблему, что игроков сейчас маловато на раннем этапе закрытого теста. Ну и да, надо починить создание битв, а то кнопки настроек есть, но не работают. Захотите ограничить свою жизнь по рангам? Сделайте это самостоятельно при создании боя. Вот про что я говорил. Орех изначально просто писал, что нужно делать так, чтобы все ранг-лимиты были доступны, чтобы все игроки могли играть друг с другом. Ну, в принципе, да пожалуйста, кто хочет, играйте с кем хотите, но для новичков все-таки, я считаю, нужно сделать вот это ограничение по рангам, как он говорит, ограничить свою жизнь по рангам, чтобы они на своих званиях могли попрокачиваться спокойно без уже прокачанных игроков. Я, как уже написал выше, не считаю, что вам будет с кем играть в таком случае, но вы сможете попробовать доказать обратное. Ну вот как раз мы это и проверим. Потому что Орех считает, что новичков... Ну как новичков, тоже такой термин новички. Люди с низкими рангами, да, кто только зарегистрировались. Ну тоже, можно сказать, новички. Игроки с маленькими званиями. Пусть играют с такими же игроками с низкими званиями. Пока они прокачают себе М3 вооружение, а дальше уже, пожалуйста, в бой. Ведь М3 доступно тут очень рано. Пишите в комментарии, что думаете по поводу ранг-лимитов. Разве должны ли быть битвы все от новобранца до легенды созданы? И никак иначе? Или все-таки же нужно, чтобы была возможность их ограничивать? Ну, я считаю, что нужно, конечно. Просто мне сначала показалось, что Орех хотел, то есть принудительно сделать, чтобы только так было, чтобы нельзя вообще ранги было трогать, чтобы все, играйте, все вместе и никак иначе. Поэтому, да, считаю, что нужно оставить вот эту вот шкалу с выбором звания, чтобы каждый выбрал себе битву по душе, так сказать. Ведь раньше в танках так и было. Можно было выбирать спокойно практически там любые диапазоны, но тоже за исключением каких-то там фильтров, но маленькие звонки создавать можно было. Ну, в любом случае, будем тестировать, попробуем доказать обратное. Но опять же, это все будет актуально, когда будет вайп, когда все сбросятся, у всех будет
маленькие званки, чтобы были игроки онлайн. Ну, Орех считает, что игроков для игры с маленькими званиями будет недостаточно. В общем, резюмируя, друзья, что Орех в ближайшее время выпустит, скорее всего, на этих выходных. Починить создание битв, в том числе ранг-лимиты можно будет уже подтягивать, как вам удобно, до своего звания, не до своего звания, в общем, как хотите. Можно будет лазунки эти подтягивать. Появится премиум аккаунт для тех, кто купил предложение ностальгии старая школа, а также премиум аккаунт будет продаваться в магазине игры, пока что за кристаллы. Помимо этого, будет еще одно дополнительное предложение, более дешевое, которое даст вам право играть в танки классик. Вы сможете зайти, но у вас не будет премиум аккаунта, но ваш премиум будет продаваться в магазине игры. Ну, естественно, будет вайп, обнуление гаража, и все участники закрытого теста будут прокачивать снова с нуля. Пишите ваше мнение в комментариях, что думаете по всем этим пунктам. Про систему званий, ну, я не знаю, вот, про систему званий как-то слишком много обсуждений идет. Я считаю, что надо просто, чтобы она была гибкая, да и все. Не трогать ее, чтобы каждый мог создавать как хочет. Помимо розыгрыша, про который я рассказывал в начале ролика, на 15 тысяч рублей, еще есть второй розыгрыш на промокоды в танках онлайн. Тоже условия максимально простые, в описании форума заполняете, и вы становитесь автоматическим участником. Кому интересно, все ссылки в описании есть. Такие новости по классике. Ждем, когда это все заработает, когда будет первый вайп и все эти обновления вступят в силу в игру. По поводу доработки боевого худа, каких-то других исправлений, пока еще, видите, тихо. Разработчики чуть-чуть по роудмапу решили перепрыгнуть к премиум аккаунту, но боевой худ еще никак не комментируют. Просто по поводу низкого онлайна в классике, я думаю, что это одна из причин, это как раз еще недоработанный боевой худ, потому что многих игроков отталкивают некоторые элементы новизны, которые присутствуют тут из новых танков, да. Но не забываем, что это закрытый тест. На самом деле разработчики очень быстро двигаются, если вспоминать, как разработка у нас в течение года прошлого проходила, как нам про нее рассказывали или вообще могли ничего не рассказывать, то здесь уже, грубо говоря, за месяц столько всего уже добавлено, исправлено и обещано. Даже меньше месяца получается, потому что еще у нас были январские праздники. В общем, разработчикам желаем удачи, чтобы поскорее они совсем справились. Ну а вас, друзья, попрошу поставить лайк на это видео, на канал подписывайтесь. Я всех благодарю за просмотр.